Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, посвященную обзорам различных масштабных моделей, которые выходили в рамках европейских журнальных серий около 10 лет назад. И сегодня я вам покажу старый выпуск, уже снятый с производства. Это польский автомобиль Fiat 125P, модификация пикап. И эта масштабная копия вышла в серии «Культовые автомобили Польши» под номером 46 и появилась в продаже в 2010 году. Модель копирует прототип 1975 года выпуска, во всяком случае так указано в журнале, и изначально модель комплектовалась журналом, это неотъемлемая часть любой журнальной серии, но свою масштабную копию я приобрел значительно позже через онлайн-интернет-магазин. Где-то 2 или 3 года назад была распродажа на некоторые остатки из различных журнальных серий, и за этот выпуск я заплатил, по-моему, 4 евро. По тому курсу в переводе в рубли это 300-350 рублей. Это ни много и ни мало, адекватная цена за журнальное изделие. И примерно столько же в то время стоили автолегенды СССР. И, конечно, если говорить о нынешних ценах, то европейская журналка продается за 15-20 евро. Это, на мой взгляд, совершенно неадекватная цена. И за эти деньги можно купить куда более стоящее изделие. Например, на распродаже можно за 15 евро купить отличную модель от Mini-Champs или от Шуко. Но, конечно, там не будет польского автопрома. И давайте распакуем блистер, посмотрим на эту модель повнимательней. Здесь стандартная упаковка с серой подложкой, указан прототип Fiat 125P, модификация пикап, и эта модель сделана на формах East Models. Об этом нам сигнализирует значок в левом нижнем углу. Естественно, модели изготовлены в Китае, импортер де Агостини, Польша, и не отслеживал, в каком варианте окраски продублирована модель в коробочках East Models, и у меня в коллекции практически не представлены модели от бренда East. Не видел смысла покупать более дорогостоящее изделие, потому что все равно пресс-форма одна и та же, со всеми недочетами. Конечно, у East окрашен салон, дворники из фототравления, лучше светотехника, но, повторюсь, все эти доработки вы можете сделать самостоятельно при желании. И у этой модели, как и у большинства журнальных изделий, не очень аккуратно установленные детали, встречаются пятнышки клея, также не очень хорошая покраска, и почему-то на этом образце очень много сколов в самых неожиданных местах. И интересно то, что эта модель имеет неповрежденный блистер, и, видимо, сколы она получила на стадии сборки. И давайте посмотрим, как выглядит этот пикап. Я думаю, многие из вас знают, что хитрые итальянцы в свое время в Советский Союз продали уже устаревающую модель Fiat 124, а полякам передали на тот момент более прогрессивный автомобиль Fiat 125. У него чуть удлиненная колесная база, хотя очень много взаимозаменяемых деталей с 124-м семейством. Я вам для сравнения покажу ВАЗ-2103, который выходил в рамках серии «Автолегенды СССР», и как раз вы можете наглядно увидеть, что машины похожи, несмотря на то, что дизайн все же чуть-чуть отличается, и как раз я вам покажу, насколько длиннее колесная база у Fiat 125. Буквально пару миллиметров, но, как говорится, миллиметры иногда играют решающую роль. И в польской журнальной серии помимо пикапа также был представлен и классический седан, также вариант универсал, полноприводная версия. И я думаю, многие из вас знают, что в серии автомобилей Волжского автозавода был только седан и универсал, двойка и последующее развитие четверка. И пикапы были только от различных ремзаводов. Это уже были списанные автомобили, у которых отрезалась часть крыши и делался кузов, а у поляков такой вариант предлагался с завода. И то же самое касается автомобилей марки Варшава. На базе Победы был и универсал, и классический седан, и у поляков также был пикап. И здесь довольно симпатичный желтый цвет, но, конечно, желтая краска очень сложная в плане покрытия.
различных поверхностей, и зачастую, если представлен автомобиль желтого цвета, у него залита расшивка. Здесь в этом плане более-менее нормально покрасили, но, повторюсь, в краске очень много мусора, и также на этой модели очень много сколов. Если посмотреть на интерьер автомобиля, то здесь все из пластика, окрашенного в массе. При желании, повторюсь, можно сделать доработку самостоятельно. Присутствует рулевое колесо, рукоятка переключения коробки передач, рукоятка стояночного тормоза, также 2 сиденья. Конечно, все эти детали есть на абсолютно любых автомобилях, но если мы говорим о журнальной серии, иногда что-то может отсутствовать. Я помню, когда покупал одну модель, там отсутствовало одно заднее колесо. Как при сборке модели можно не заметить отсутствие такого большого элемента, для меня остается загадкой. Также здесь установлено 2 зеркала заднего вида с водительской и пассажирской стороны. Эти детали в хроме. Присутствует салонное зеркало заднего вида. Аккуратно установлены стеклоочистители. Это пластиковые детали, тоже покрытые хромом. Есть черенок от антенны, но почему-то саму антенну здесь никак не изобразили. Могли хотя бы мазнуть черной краской, чтобы обозначить эту деталь. Хорошо сделано оформление передней части, присутствуют фары ближнего света, поворотники и габаритные огни. Здесь в виде прозрачных деталей поворотники окрасили оранжевым лаком. Установили регистрационные номерные знаки, также есть шильдики на передних крыльях, и дверные ручки на этой модели обозначили просто серебристой краской, хотя издалека они смотрятся вполне реалистично. Очень понравилось, как сделали колесные диски. Они попадают в 43-й масштаб, также присутствуют сквозные отверстия, и колпаки сделали в хроме. Хотя покрышки здесь, на мой взгляд, немножко шире, чем должны быть на самом деле, но общий диаметр покрышки вполне соответствует настоящей резине. И здесь пластиковый тент, он сделан в сером цвете, и эта деталь приклеена к корпусу автомобиля. При желании, я думаю, можно ее как-то демонтировать, но, скорее всего, будет повреждено лакокрасочное покрытие, потому что китайцы любят обильно поливать детали клеем. Если вы посмотрите на грузовой отсек, то там внутри с правой стороны присутствует запасное колесо. Скорее всего, будет сложно его рассмотреть, потому что не хватает освещения. И это полностью пластиковая деталь, могли поставить и обычное колесико с резиновой покрышкой. Ну, хотя бы такую деталь тоже добавили, и это несомненный плюс. И разделительная стенка здесь сделана из черного пластика, и установили также прозрачное окошко, и странно, почему эту деталь не сделали одним целым с корпусом автомобиля. Нижняя часть здесь тоже сделана довольно примитивно, присутствует и передняя балка, схематически изображена коробка передач, выхлопная труба, кончик трубы здесь сделали отдельным элементом, установили брызговички, топливный бак, колесики вращаются, правда ходят восьмерками, и в принципе вот такой незатейливый и довольно симпатичный автомобиль. И покажу вам дальних родственников Советского Союза. Это каблучок ИШ. И данная масштабная копия выходила в рамках серии «Автомобиль на службе». И как раз вы можете прикинуть размеры двух пикапов. Fiat 125 чуть-чуть длиннее, но грузовой отсек приблизительно такой же. И покажу вам еще один ИШ, только в грузопассажирской модификации. И эта машина выходила в рамках серии «Автолегенды СССР». Здесь я поменял колесные диски и покрышки поставил от модели ВАЗ-2107, потому что изначально на этих ИШ были переразмеренные колесные диски, и вот сейчас можно посмотреть покрышки примерно такие же, как на Fiat 125. И если вы собираете редкие автомобили, например,
польский автопром, то можете смело приобретать эти модели в свою коллекцию, конечно, с учетом их цены. Если машина будет стоить 300-350 рублей, то это отличное приобретение. Если она будет стоить 1000 и выше, то за эти деньги можно найти что-то и поинтересней. И пишите ваши комментарии, какие европейские автомобили есть в ваших коллекциях. Возможно, вы тоже собираете автомобили марки Fiat. Поддержите этот видеоролик лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, заглядывайте на мой второй канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.